Государство оплатит лечение в частной клинике. Полис ОМС дает россиянам право безвозмездно получать медицинские услуги в некоторых коммерческих организациях. Бесплатные прививки могут разрешить делать не только в государственных клиниках, но и частных. Закон с такой нормой Госдума приняла 9 июня. Какие условия придется для этого выполнить и на какую еще безвозмездную медпомощь можно рассчитывать в коммерческих медорганизациях, разбиралась парламентская газета. Ближе к дому. К частным и ведомственным клиникам по месту жительства прикреплены десятки тысяч россиян. Есть в стране и районы, где до ближайшей государственной поликлиники надо ехать десятки километров, зато ведомственные медорганизации, к примеру больницы РЖД, находятся рядом. Но бесплатно сделать там ту же прививку из НАЦ-календаря, а в этот документ включена вакцинация от самых опасных инфекционных заболеваний, нельзя. Ведь в отличие от государственных и муниципальных клиник таким медорганизациям не выдают безвозмездно препараты, не финансируют процедуры. Исправить ситуацию призван закон, который Госдума приняла 9 июня. После его вступления в силу все медорганизации и системы ОМС независимо от их организационно-правовой формы смогут делать россиянам бесплатные прививки. Обеспечивать поликлиники и клиники вакцинами будут власти по НАЦ-календарю прививок, федеральные по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, региональные. Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом, отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Главное, полис ОМС. Право войти в систему ОМС частные клиники получили еще в 2011 году. В тех, кто этой возможностью воспользовался, медпомощь можно получить бесплатно за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Однако речь идет не обо всех процедурах и манипуляциях, а только о тех, что входят в полис ОМС. Например, это экстренная помощь и госпитализация в случае обострения хронических заболеваний при резком ухудшении состояния и несчастных случаях, бесплатные обезболивающие процедуры и препараты для паллиативных пациентов, консультации различных врачей, пребывание больных в стационаре, планирование и наблюдение беременности, экстракорпоральное оплодотворение и ведение родов, реабилитация после аварий, спортивных травм и несчастных случаев. Вся система ОМС делится на базовую и территориальную. Первая подразумевает одинаковый объем медпомощи для всех россиян вне зависимости от региона, где получен полис. Территориальную программу ОМС определяют власти субъекта, в нее могут попасть некоторые услуги, не входящие в базовую систему. Воспользоваться территориальной частью ОМС можно только в регионе, где полис был получен. В других субъектах окажут помощь только из базового перечня. В него входит лечение ряда инфекционных и паразитарных заболеваний, новообразований, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезней нервной системы, крови и кроветворных органов, некоторых иммунных заболеваний, болезней глаза и уха, органов дыхания, болезней органов пищеварительной и мочеполовой системы, заболеваний кожи и подкожной клетчатки, болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, травмы, отравлений, врожденных аномалий и пороков развития, деформаций, хромосомных нарушений, сопровождение беременности, родов, послеродового периода, проведение абортов, некоторых детских заболеваний перинатального периода. Также полис ОМС позволяет бесплатно вылечить кариес, воспаление десен и зубных каналов. К стоматологу можно обратиться с просьбой поставить пломбу, вправить челюсть, избавить от флюса, удалить зубы. При необходимости по ОМС должны без доплаты провести анестезию и сделать рентген. Однако деньги могут взять за импортные и более дорогие материалы и препараты, это не нарушение. Только за плату возможна установка коронки, вживление имплантата, исправление прикуса и отбеливание зубов. По данным Фонда обязательного медицинского страхования, только в 2018 году медорганизации и частные системы здравоохранения приняли в амбулаторных условиях по базовой программе ОМС 22,5 миллиона пациентов. Россияне обращались туда как в профилактических целях, так и для получения неотложной помощи, а также из-за заболеваний. Узнать, какие именно частные клиники оказывают медпомощь бесплатно по полису ОМС, можно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования своего региона, а также в компании, выдавшей полис. Кроме того, сведения о том, что клиника работает в системе ОМС, как правило, есть на ее сайте.